Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться, как я готовлю вот такую вкусную домашнюю ароматную колбаску с чесноком и приправами. Давайте готовить. Вот такой кусочек сала, он весит 750 грамм. 750 грамм нам многовато в колбасу, и поэтому вот такую часть, самую широкую, я отрезаю. Она очень хорошо режется, свежайшая. Я отрезаю и кладу в полиэтиленовый пакет и отправляю в морозильную камеру. Нам достаточно будет примерно вот такого кусочка, потому что шейная часть, она сама по себе жирновата, она содержит тоже вкрапление жира, поэтому вот этого кусочка нам хватит. Вообще жира, то есть сала в домашней колбасе, должно быть примерно 1/3 от всего состава фарша. Надо снять обязательно шкурку. Вот так она снимается. А теперь я нарежу сало такими кусочками, которые будут помещаться в мясорубку. Я перекручу сало вместе с жирными кусочками шеи. То есть нам нужно создать вязкую основу фарша для колбасы. Постные куски шеи я нарежу на тонкие полосочки. Можно на кубики, как вам нравится. А вот этот кусок шеи весит 770 грамм. Предварительно я его подморозила, чтобы его легче было нарезать. Как и сказала, жирные куски я срезаю для перекрутки, а постные куски мяса я нарежу соломкой. Обязательно наточите перед тем, как резать мясо, нож. Вот такие кусочки я отправляю в перекрутку, там, где много жира. А там, где постные кусочки, я оставляю целыми. Что же у меня получилось? Вот практически третья часть фарша, это жирная, она перекручена на мясорубку, а постная часть нарезана. Сейчас я возьму большую емкость, выложу в нее содержимое этого блюда и добавлю все специи, хорошенько перемешаю. Итак, в подготовленный фарш и мясо я добавляю 25 грамм соли. У нас тут 2 килограмма 120 грамм свинины. Добавляю чайную ложку черного молотого перца. Чайная ложка без горки. И вот здесь у меня чайная ложка кориандра. Он не молотый, его нужно измельчить.
И советую кориандр и все специи измельчать непосредственно перед тем, как делать колбасу. Ну, перец у меня уже был измельченный, тут уже никуда не деться. А вот кориандр я помещу в мельницу и измельчу прямо в фарш. Остался мускатный орех. Вот у меня есть вот такая терочка, не на этой стороне, а вот на этой. И вот небольшой кусочек мускатного ореха. Обязательно нужно добавить. Он имеет ароматный, неповторимый вкус. Итак, все специи я добавила. Теперь осталось добавить немного воды. Примерно грамм 150 воды я добавляю в фарш. И начинаю все вымешивать. Наша задача вымесить фарш до образования таких волокнистых нитей. Друзья, специи я добавила, и теперь головка чеснока у меня тут очищена. Я ее натру тоже на вот такую же терку, которую я вам демонстрировала, когда натирала мускатный орех. Так, чеснок я натерла, и теперь я все вместе уже смешаю вместе с чесноком. Сейчас я чувствую, что в фарше не хватает еще воды. Еще грамм 100 воды я добавила. Итого полный 250-граммовый стакан воды ушел в фарш для колбасы. Еще раз повторяю, на 2 килограмма 120 грамм. Очень ароматный фарш. Как кишки обрабатывать, вы знаете. У нас они продаются в любом супермаркете. Они уже подготовлены полностью. Их только нужно промыть от соли. И можно пользоваться. Пару часов даю настояться фаршу, затем набиваю им кишки. Вот в таком виде у нас продаются кишки. Или черева по-другому. Я сейчас возьму примерно метров 6. У меня 2 килограмма мяса. Пускай будет с запасом, пускай лучше останутся. Я их потом перетру с солью и опять положу сюда и заморожу. Друзья, для набивания кишек фаршем я воспользуюсь старой советской мясорубкой. Я достала решетку и нож, остался только винт. Вот такое приспособление есть для того, чтобы набивать кишки фаршем. Сюда сейчас я буду насаживать кишки, и через мясорубку это будет легко делаться. Именно ручной мясорубкой мне больше нравится набивать фарш, нежели электрической. При набивании колбасы важно соблюсти несколько условий. Плотно колбасу не набиваем фаршем. И обязательно нужно распределять фарш равномерно по кишкам.
Тут помогаем руками. Как только увидели, что где-то много, сразу же тут же рукой распределяем равномерно фарш по кишкам. Это очень важно, потому что если плотно и неравномерно будет заполнена кишка, при термической обработке она может порваться. Друзья, вот так выглядит колбаса на следующий день. Она у меня постояла в холодильнике, пропиталась всеми запахами и ароматами. И теперь я ее вот так накалю. Чтобы колбаса не лопнула в кипятке. И положу в кипящую воду буквально на минут 10. После этого я ее достану. И, допустим, мне она нужна через 3-4 дня. И она у меня смело в таком виде, в отварном, может лежать в холодильнике, естественно, остудив ее. А если вам надо заморозить, остужайте колбаску, выкладывайте в полиэтиленовый пакет, и в морозилке она будет прекрасно храниться. Можно ее даже запечь сразу в духовке. Предварительно на противень нужно налить водички, чтобы колбаса не высохла. Но мне больше нравится вариант, когда колбаса сразу отваривается в кипятке, в кастрюльке, а потом обжаривается на сковородке. Ну, это уже дело вкуса. Можно колбасу вот так для удобства перетянуть ниточкой в 3-4 местах, особенно вот такие большие колечки. А можно просто взять и отварить. Колбасу я положила в кипяток, вода закипела. Я уменьшаю огонь. Вот, она у меня, можно сказать, томится. И закрываю крышкой, и от этого момента 10 минут я варю, вернее, томлю колбаску в кипятке. А затем мы ее достанем. Прошло 10 минут. Я достаю колбаску. И в эту же кастрюлю добавляю следующий кружок колбасы. Закрываю крышкой, даю воде закипеть и опять 10 минут от момента закипания. Вот так выглядит отварная колбаса. Как видите, она нигде не лопнула, все целенькое. Сюда я сложу все кружки и потом укрою пленкой. Часть колбасы я убрала в морозильную камеру после остывания, а часть обжарила на сковороде. Обжаривать лучше на смальце, но если у вас его нет, конечно, обжаривайте на растительном масле. 10 минут на медленном огне с одной стороны и 10 минут на медленном огне с другой стороны. Вот такая она красивая, сочная и вкусная получается. Баланс соли, приправ и чеснока в колбасе просто идеален, поэтому смело всем советую этот рецепт. Вот такая красота у нас получилась. Отвариваем картошку, делаем пюре, нарезаем салатик и наслаждаемся. Ну а я, как всегда, говорю вам до скорых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.